Здравствуйте, дорогие друзья! И вот мы опять снова здесь и снова по тем же самым поводам. И опять мы возвращаемся к теме, которая называется «10 ключей или 10 секретов успеха от Уильяма О'Нила». Совсем недавно, буквально в самом крайнем выпуске видеоматериала на прошлой неделе, я показал среди лучших инвесторов, участников Зала Славы Уильяма О'Нила. И, конечно же, как вам известно, вот эти вот 10 секретов успеха были разработаны и постоянно подаются Уильямом О'Нилом в его уже сегодня известной вам газете, которая называется Investors Business Daily. Напоминаю вам, что в каждом выпуске он берет один секрет успеха, рассматривает его со всех сторон, дает какую-то новую концептуальную формулу, либо какую-то информацию, либо описывает какого-то человека, либо компанию, которая добилась успеха, реализуя тот или иной принцип, а иногда все принципы вместе, все 10 секретов успеха. И это, конечно же, очень важно. Я серьезно надеюсь, что вот эти вот секреты успеха, которые мы с вами обсуждаем здесь, они помогают вам, они будут способствовать тому, что вы в своем бизнесе также найдете те им применения, и они помогут вам выстроить либо свой бизнес, либо вашу карьеру текущую и так далее, так далее. Поэтому давайте сейчас и послушаем, рассмотрим очередной секрет успеха, который называется «Будь настойчив и трудись прилежно». Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к рассмотрению данной темы, я хочу вам напомнить все 10 секретов успеха. Сейчас мы их кратко пройдем, и вы на них посмотрите и вспомните. И вот пятым из них является тот, который мы будем рассматривать, то есть «Будь настойчив и трудись прилежно». Смотрим внимательно. То, как ты мыслишь, определяет все. Определи в точности свои мечты и цели. Действуй. Никогда не останавливайся в учебе. Будь целеустремленным и работай старательно. Учись анализировать детали. Фокусируй свое время и деньги. Не бойся нового, ищи разные подходы. Эффективно веди дела с людьми и контактах с ними. Будь честным, принимай на себя ответственность. Итак, рассматриваем пятый секрет успеха, который называется «Будь настойчив и трудись прилежно». И, как обычно, с вашего позволения, я буду заглядывать в шпаргалочку, зачитывать какие-то цитаты, которые помогут нам с вами разобраться с этим, в общем-то, интересным моментом и с этим пятым по счету секретом. Тут начинается такое как бы подзаголовок, но я бы не назвал его подзаголовком, поэтому мы его не будем обозначать как подзаголовок, а скорее это обозначение или определение человека, которого мы будем с вами рассматривать. Она звучит так: красота и притягательность целеустремленности, да? Или в скобочках вкусное определение.
И конкретно речь пойдет о ресторанном, в данном случае о ресторанном бизнесе, хотя это мы будем рассматривать и все остальное. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы выстроить супер ресторанный бизнес, нужно верить в себя, придерживаться своих убеждений и установок и преодолевать множество сложных препятствий. И вот есть такой предприниматель Кэмерон Митчелл, который владеет сетью ресторанов уже более 25 лет. Чтобы выжить и процветать так долго в бизнесе, где тенденции приходят и уходят, он сталкивался со многими проблемами на своем пути и продолжает с ними сталкиваться постоянно. В итоге, в настоящее время, он владеет 60 ресторанами в городе Коламбус, это столица штата Ohio. Под названием этой сети Cameron Mitchell Restaurants, и которые приносят ему более 300 миллионов долларов ежегодно годового дохода. И он так говорит об этой ситуации: без целеустремленности, силы духа и постоянной движущей меня внутренней энергии я бы не выжил. Вот, конечно, сейчас мы смотрим на этого человека и говорим: да, вот представляете, 300 миллионов у него дохода. Но как он начинал? Давайте сейчас посмотрим, как он начинал, как он выживал, как он терпеливо, целеустремленно, с учетом множества иных качеств и трудился, как он пришел к этому. И этого может добиться каждый. Все начинается с веры. Вера. Только не женское имя, а чувство. Надо верить. Верить в себя. Верить в свой проект. Верить в то, что он будет достигнут. Без этого невозможно вообще даже сдвинуться с места. Надо верить в то, что ты делаешь. Всегда, везде и во всем. Митчелл говорит, что он предприниматель по натуре. Это означает, что он привык сталкиваться с трудностями, проблемами и преодолевать их. И представляете, когда случились теракты 11 сентября, вы знаете, 11 сентября 2001 года, страшные теракты, когда, не буду сейчас их пересказывать, там самолеты прилетели, разрушили башни-близнецы, а у него было в это время в плане открыть 3 ресторана, которые должны были открыться в течение 45 дней. Представляете, настроение людей, которые вообще отказываются куда-то идти. Они боятся, они не могут выйти из дома, не говоря о том, чтобы вообще пойти веселиться в какие-то рестораны. И у него возникли проблемы одновременно с этим, с ужасной нехваткой наличности на фоне спада в активном ресторанном бизнесе. То есть и спад, и наличности нет. И он тогда говорил, что мне видится, что я никогда не сталкивался с проблемами, которые я не способен решить. Вот она установка. Он говорит, я никогда не сталкивался с проблемами, которые я не способен решить. Не потому что проблемы такие, а потому что он себя так настроил, потому что он верил в то, что он делает. И он говорил, нет нерешаемых проблем. Я могу решить любую проблему. Почему, рассказывает он, вам нужно углубиться в проблему, копать ее вглубь. А если она тупиковая, меняйте курс, что-то измените, внесите корректировку, и проблема будет решена. Рано или поздно. Не решается, измените что-то еще, подходы и так далее, так далее. И тогда проблема будет решена. Очень важная часть. Признай страхи. Признай свои опасения. Вот здесь я хочу сказать одну вещь. Человек и в бизнесе, и во многих других аспектах жизни, областях своей активности часто чего-то боится. У него есть страхи. Если мы говорим об инвестициях, то такие понятия, как страх и жадность, далеко не лучшие советчики. И когда мы идем на рынок инвестировать, имеется в виду биржевой рынок, или в иные объекты инвестиций, то, наверное, здесь страх и жадность не лучшие советчики. Но когда мы занимаемся бизнесом, либо когда строим карьеру, проявляем иную активность, страхи, они, оказывается, помогают.
Митчелл всегда опасался, что потерпит неудачу. В 1993 году он столкнулся с серьезными трудностями при открытии своего первого ресторана. Он лез из кожи вон в попытках найти финансирование для своего первого ресторана. Он отказался от своего жилья и жил вместе с матерью, а его финансовое состояние сократилось буквально до того, что у него оставалось в кармане последних $70. И вот когда уже все казалось ничего невозможно, недостающая часть финансирования поступила ему от своих партнеров. И ему удалось разрешить вопрос финансирования своего проекта. Почему? Потому что страх, а он боялся потерпеть неудачу, мотивировал его. И он так теперь утверждает: страх – великий мотиватор. Вы начинаете искать способы, чтобы только этого не допустить. Только не допустить неудачи, только не допустить провала, только не допустить какого-то отхода от главного курса. И у него начинает получаться. Он ищет. У него лучше выстраивается речь, у него лучшие мотивационные доводы выстраиваются, когда он идет к партнерам, либо когда он идет в банки, чтобы получить финансирование. И поэтому он так говорит: в глубине души я всегда верил, что неудача – это не вариант для меня, что бы ни случилось. И вот так нужно настраивать себя всем, постоянно. Находитесь ли вы в бизнесе корпоративном, либо вы работаете только на себя, консалтинговый бизнес, либо еще какой-то бизнес фрилансера, постоянно настраивайте себя только на успех. Да, боитесь чего-то, разберите по косточкам страх, разберите по косточкам, чего вы боитесь, нейтрализуйте и мотивационно решайте эту задачу. Терпение окупается. По словам Билла Треджерера, основателя и ведущего сотрудника компании Giant Leap Consulting, это компания по работе с мотивацией людей, расположена она в городе Эшвилл, штат Северная Каролина, и эта компания работает с коллективами и командами по развитию и построению целеустремленности, мотивации и лидерских качеств. И он говорит, если вы пытаетесь изменить корпоративную культуру или создать план преемственности, вы будете вынуждены преодолевать препятствия и настойчиво решать их. И тут терпение играет очень серьезную роль. Настойчивость и терпение. Потому что проблемы, знаете, иногда кажется, что они сыпятся как из рога изобилия. Люди слабые начинают: ну вот, пришла беда, отворяй ворота. Люди сильные говорят: окей, пришла проблема, решим. Пришла другая, тоже решим. Третья, и мы и с ней разберемся. И начинает их отфутболивать, как вот футболист или как вратарь, в которого летят мячи, чтобы не пропустить гол. Но это нужно делать настойчиво, старательно, целеустремленно, анализируя свои решения и свои проблемы. Требуется настойчивость и крепкий желудок. Но это те, кто боится, знаете, чтобы медвежьих болезней не было, говорит Треджерер. Еще один такой подзаголовок. Держитесь большой картинки и взглядов. Знаете, я когда был студентом, мне так всегда говорил один товарищ, мой хороший друг, я давно его уже не видел, не встречал. Он повторял: не разменивайся на мелочи. Не надо. Держись большого курса, держись большой дороги. В Америке говорят: смотри большую картинку. Поэтому так и подзаголовок называется: держитесь большой картинки и крупного взгляда. Треджерер говорит, что выделяйте всегда главную, приоритетную цель. Не мелочи вокруг нее, а держитесь главной цели, которую вы наметили для себя, когда начинаете новую инициативу. Она будет питать вас и вашу команду, когда вы столкнетесь с проблемами и потенциальными какими-то неудачами, какими-то придется где-то, может, однажды ретироваться на какое-то время, тактически, но не стратегически. И продолжайте держать главную цель. Препятствия – это то, что вы видите, и то, что появляется перед вашими глазами и вниманием.
когда отвлекаетесь от цели. Отвлеклись от цели, опа, вот тебе и препятствия сразу пошли. Держите цель, смотрите и настойчиво, терпеливо реализуйте. Двигайтесь к ней, говорит Трежерер. Следите за тем, куда вы идете и где ваша главная цель и направление активности. Еще один важный момент. Ставь все на карту. Вот это вот не всегда люди умеют делать. Так страшно же, да? Взять и все свои ресурсы, все свои силы, иногда все свои деньги, все поставить на карту, все ва-банк пойти. А вы знаете, вот Наполеон Хилл так говорил, что если вы реально поставили все на карту, реально пошли, все выложили все силы, кажется, не получается, успех приходит в самый неожиданный момент. В самый неожиданный момент наступает прорыв. Это как подарок судьбы. Поэтому не бойтесь ставить все на карту. Когда Митчелл собирался открыть свой первый ресторан, хозяин здания обанкротился. В итоге процесс растянулся и понадобилось 14 месяцев, чтобы открыть это место. Но он никогда и не думал сдаваться, не отступил, и ресторан был открыт. А он все поставил на это. Свои деньги, дом свой продал. Я уже упоминал, что он жил с матерью, последние деньги оставались, и он все-таки своего добился. В первые дни моих намерений в ресторанном бизнесе это было единственное, что я знал, как делать, и думал, что умею это делать, говорит он. И я подумал, а какой у меня другой выбор? Выбора другого нет. И вы тоже так и подумайте, решите, а какой другой выбор? Выбрали цель, выбрали главную активность, выбрали чем заниматься. Все, идите туда. Выбора другого себе не оставляйте. Кстати, многие любят, нет, я все-таки сделаю себе такой альтернативный такой отступной уход. Ну и очень чаще всего вы по этому отступному ходу альтернативному и будете ретироваться от главной цели. Это не выход. Я знал, что должен был заставить работать себя и весь проект. Иначе я бы так и продолжил батрачить на кого-то еще всю мою жизнь. Так говорил Митчелл, когда открывал свой первый ресторан. Так и сказал, вот так вот и буду батрачить, если я это не сделаю. И вы подумайте, я что, раб? Раб времени с 8 до 5? Знаете, с 8 до 5 на работу ходят. Я вам скажу больше. Человек, который однажды попробовал работать на себя, и который отказался от работы с 8 до 5 и получать твердую зарплату от дяди, и вот человек, кто вкусил свободу собственного предпринимательства, обратно уже практически не возвращается. Разве что только полные неудачники и те, кто не хотят выполнять вот эти секреты успеха. Следующий подраздел. Положитесь на принципы. Когда вы реализуете новую инициативу, придерживайтесь ряда ключевых принципов. Одна из компаний Treasurer разработала список жестких подходов, определяющих основные ценности в ее работе. Это не значит, что я сейчас эти ценности буду вам зачитывать. Нет. Это значит, что у каждой компании, у каждого человека должны быть разработаны свои собственные базовые принципы, как работать, как определять атмосферу в коллективе, как выбирать коллектив и так далее, и так далее. То есть постараться описать все аспекты. И нужно этих принципов придерживаться и их реализовывать. Поэтому, когда эти люди сталкиваются с проблемой, они знают эти принципы и выявляют суть проблемы, определяя, это соответствует основной ценности бизнеса или нет. Вот определив ценность бизнеса, вы можете посмотреть, а может быть проблему вообще отставить в сторону. Она не соответствует, она не нужна, даже решать ее и не нужно. Или наоборот, проблема очень серьезная, но вознаграждение от ее решения будет колоссальное. Тогда есть смысл браться. И если проблема укладывается в список принципов, то эти люди так говорят. А кто мы такие, чтобы уклоняться от нее? Так утверждает Treasurer. Подраздел. Вовлекайте других. Не пытайтесь принять
Каждый вызов в одиночку – это тяжело. У вас есть команда, у вас есть партнеры. Старайтесь их привлечь. Убедитесь, что вы обладаете влиянием на других вокруг себя. И обращайтесь к команде для решения проблемы и принятия вызовов времени. Так говорит Треджерер. И ценность команды в этой ситуации трудно переоценить. Извините за каламбур. Ценность переоценить. Но это действительно так. Значение команды, которая вокруг вас, когда вы работаете с ними, когда вы можете их вовлечь в решение той или иной задачи, речь не идет о том, чтобы переложить свои проблемы на кого-то, а речь идет о том, чтобы, создав единый курс, с которым вы идете в команде, вы делегируете решение тех или иных задач людям своей команды. И тогда вы увидите, как просто зачастую решаются разного рода сложности, трудности, проблемы и прочие препятствия. Не берите все на себя в одиночку. Подраздел. Будьте честным и открытым. Во время рецессии коллектив сотрудников Митчелла был потрясен тем, что фирма будет вынуждена увольнять сотрудников. Как только Митчелл столкнулся с этой дилеммой, он оперативно созвал собрание персонала. Он рассказал сотрудникам о том, что культура и политика компании – это ставить интересы людей на первое место как в хорошие, так и в плохие времена. И поэтому сначала он стал сокращать рекламный бюджет и держал коллектив еще какое-то время столько, сколько мог. Но он был честен и открыт. Он сказал: да, наверное, придется кого-то увольнять, с кем-то придется расстаться. Люди поняли его, и они продолжали с ним работать. Вы знаете, вот я как-то в своем коллективе, у меня тоже вот из моего коллектива люди увольнялись, но я всегда с ними расставался по-хорошему. За редким исключением, но и тогда я был честен. Приходили люди совершенно неквалифицированные, но они просто не устраивали тогда ни меня, ни мой руководящий менеджерский персонал, мы с ними расставались, но честно говорили. И мы всегда говорили, что люди – самая главная ценность в команде, в коллективе, поэтому их надо беречь. И поэтому он держал очень долго людей, прежде чем начал их увольнять. Но они уже к этому были готовы. Ну что делать? Такая жизнь. И кризисы приходят и уходят. А человеческие отношения, они остаются навсегда. На всю вашу жизнь. Люди слышат нас, как из-за кирпичной стены, говорит он. Я всегда утверждал, что целостность строится годами, а рушится за пару дней. Действительно так. Вот целостность коллектива нужно выстроить. И действительно, люди как будто из-за стены нас слышат иногда. Они видят только свое, поэтому нужно докричаться до них, достучаться, быть открытыми, быть честными. Что-то вы сделали не так. Да, стена рухнет, они услышат, нехорошее быстро услышат. Но и отношения разрушатся. А разрушатся отношения, репутация ненужная пойдет, нехорошие слухи и так далее. Это никому не нужно. Следующий подраздел. Раскрывай положительные перспективы. Если вы столкнулись с неудачами, что делать? Окей, со всеми такое бывает, исключений нет. Тогда найди в себе силы посмотреть на них с положительной стороны, с яркой стороны. Найди положительные моменты того, что ты столкнулся с этой проблемой. Да, проблемы могут нанести удар, но они могут быть полезны, потому что они показывают, что не работает и почему. Либо что-то работает, но не так. Не зря существует поговорка: все, что нас не убивает, делает нас крепче. Вот это я живу по этому принципу. Какая бы проблема ни случилась, если она не смертельна, если это не болезнь, понимаете ли, все остальное решается, и оно делает нас крепче, потому что, решив эту проблему, вы выходите из ситуации закаленными, сильными и готовыми к новым достижениям и к решению новых задач. Проблемы делают победу намного слаще, сплачивают вокруг вас команду людей, способных бороться с вызовами и идти к отличному конечному успеху. Потому что эти люди будут знать и помнить, через что они прошли. И это действительно замечательный момент. Ведь действительно это так. Когда вы решаете проблемы,
А потом вы вспоминаете частенько на различных корпоративах, на различных встречах и говорите: а помнишь? И люди с уважением смотрят на вас, как вы организовали решение этих задач, решение и устранение проблемы, и она сплачивает как никогда. Знаете, победы запоминаются, но сложности и трудности почему-то запоминаются больше и чаще. Так уж жизнь складывается. Но когда вы их решили, о боже, это действительно становится радостью жизни. И если вы со своим коллективом смогли это сделать, это, безусловно, колоссальное достижение. Вот что я хотел сказать сегодня, рассматривая 5-й пункт секретов успеха. Будь настойчивым и трудись, будь целеустремленным. Это очень важно. Сейчас давайте мы посмотрим биржевую картинку дня и узнаем, а что же происходит у нас на бирже. А потом уже вернемся дальше в субботу к детальному обзору биржи. У нас сегодня 7 мая 2019 года. Только что завершился биржевой день, точнее биржевая сессия. Время уже после 4 часов, она закрывается в 4 часа все биржи. И у нас сегодня произошло довольно-таки много интересного. Ну, собственно говоря, не только сегодня, еще вчера началось это все. И рынок несколько у нас засуетился. И, конечно же, сейчас кое-что, в общем-то, здесь, может быть, даже и поломалось, и следует, в общем-то, кое-какие, наверное, разметки новые сделать. Сегодня я коротко, конечно же, потребуется более тщательный анализ того, что сейчас происходит на бирже, и в субботу я детально с вами все это познакомлю, расскажу, и детально мы все это разберемся. Ну, что же у нас случилось? Случилось то, что сейчас идут переговоры между Америкой и Китаем по поводу торговых дел, да, то есть как вести международную торговлю между двумя этими странами, и Америка требует, в общем-то, заключить определенный договор на то, чтобы на поставки взаимные товаров, и Китай согласился заключить этот договор, почему, в общем-то, и было достаточно веселое такое настроение, но почему-то он сказал, что этот договор он будет заключать в виде постановления внутреннего по Китаю, что, конечно же, очень сильно возмутило нашего очень весьма эмоционального президента, потому что постановление – это вещь такая, ее могут взять и просто-напросто отменить в любой момент времени. И опять все вернется на круги своя, и опять Китай будет делать то, что, собственно говоря, ему хочется без учета интересов Соединенных Штатов. Это очень не понравилось Дональду Трампу, потому что переговоры вроде как идут хорошо на самом деле, и все вроде было бы прекрасно и нормально, но когда узнали, что это будет не законопроект, и не договор подписанный, а это будет постановление, просто постановление правительства, то, конечно же, Дональд Трамп очень сильно возмутился, написал и в Твиттере, и везде свои сообщения всякие разные, и сказал: все, вводим 25% пошлину на все китайские товары, которые будут ввозиться. И резко рынок, конечно же, на это отреагировал весьма-весьма, засуетился. Вот если мы посмотрим здесь, собственно говоря, вот этот вот спад 4-й волны, он предполагался. Ничего здесь, в общем-то, не было случайного. Он предполагался спад, и потом переход на 5-ю волну. Я об этом много-много раз говорил. И ничего в этом удивительного нету. Удивительно то, что ситуация. Сначала вчера рынок резко открылся на понижении, потом он отбился назад, мы видим вот эту свечу, а сегодня все-таки продолжилось вот это вот настроение Трампа по поводу ввода 25% пошлины на китайские товары. И вот эта красная свеча, она сегодня показала, что был день распродаж. Естественно, что мы сразу увидели
повышение волатильности. Индекс ВИКС волатильности резко сегодня подскочила. И вот, конечно же, будет на окончании недели очень многое нам покажет, что же будет происходить. Вообще сейчас мы находимся на развилке, потому что либо здесь мы увидим, в общем-то, перестроим всю нашу развилку, и это будет коррекционная волна вниз может начаться, либо все-таки отработается пятая волна, и после чего начнется волна. И сейчас мы с вами посмотрим другой график, мы это ярко все это увидим. Самое главное, что вот он, так сказать, валидационный уровень, если он упадет ниже, чем 2850, то, конечно же, будет проблема. Но надо сказать, что в конце дня сегодняшнего рынок, в общем-то, резко-резко-резко пошел наверх. Это мы видим самую нижнюю точку, 2860, он к ней вплотную подошел, но все-таки не пробил ее. И если он ее пробьет, конечно же, тогда будет построение волн немножечко другое, и тогда у нас будет коррекционная волна, здесь пойдет вниз, и тогда, конечно же, мы будем по-другому делать разметки. Но рынок все-таки отбился, посмотрим, как завтра будет себя вести. Очень часто бывает, что очень резкий происходит, в общем-то, отскок, и мы вполне можем все-таки уложиться в пятую волну. Вот здесь вот все и будет происходить. Будем за этим наблюдать. Но, в принципе, что я хочу сказать, что у нас мы от кое-каких позиций избавились, даже не потому, что сегодня произошел такой, в общем-то, спад, а потому что есть просто поговорка sell in May, go away, поэтому в майские, как правило, позиции очень часто закрываются, мы тоже не исключение, кое-какие позиции закрыли, и здесь мы захеджировались, очень серьезно захеджировались, поэтому у нас, в общем-то, взят и S&P 500 взят здесь фонд, который, в общем-то, у нас все его падения он отбивает и отрабатывает. Если же мы посмотрим сейчас Dow Jones, то вот мы как бы видим здесь вот даже почему четвертая волна, в общем-то, со значком, что она под вопросом, как все-таки она будет происходить. То есть третья, четвертая, пятая, либо здесь все-таки не совсем верная разметка, она пойдет вниз, и возможно, что вот это вот расширяющийся треугольник, это, в общем-то, по глобально он остается, пока сохраняется эта идея, и вполне возможно, что мы пойдем вниз. А может быть, здесь где-то мы что-то пошелудим, и будет коррекционная волна, и потом она, в общем-то, еще поработает, и потом только пойдет вниз. Будем очень внимательно за этим следить и просматривать. Ну и, конечно же, так как у нас главный виновник торжества, в кавычках, Китай, вот он у нас вчера, видите, сначала один день он, в общем-то, в пятницу начал, в общем-то, шалить, падать, потом она еще упал, но все-таки отбился, была надежда на какие-то, в общем-то, по разработке и улучшения, но, тем не менее, он сегодня взял и провалился. Вполне возможно, так как это все-таки была первая волна выхода, и вполне возможно, что мы это всего-навсего вторая волна, и мы выйдем на третью, особенно если все-таки переговоры завершатся достаточно успешно, в итоге мы выйдем на какие-то нормальные вещи между Китаем и Америкой, то вполне можем выйти на третью волну. Если же нет, то, конечно же, будем пересматривать разбивку нашу и смотреть, что и как у нас происходит. Ну и в завершении мне хотелось несколько слов про биткоин сказать. Биткоин демонстрирует сейчас определенные попытки подрасти, но очень похоже, что третья волна заканчивается. И вот здесь, как я уже говорил, нам очень важно вот этот уровень. Этот уровень пока что еще, видите, у нас не пересекается, не пробивается, поэтому надо смотреть внимательно. Вполне возможно, что сейчас будет четвертая волна отката, чтобы потом выйти на пятую. А пятая, она самая сложная и далеко неоднозначная. И если мы посмотрим то же самое на недельные свечи, то тут и вовсе, в общем-то, да, нуждается, в общем-то, в корректировке, тоже у нас стоит знак вопроса, но, тем не менее, нужно смотреть, потому что здесь уж очень вот это вот, как бы, спад, потом вторая волна, третья спад, и вот тут как бы четвертая что-то там подделала, и вполне возможно, что мы будем здесь падать, снижаться. Надо смотреть, надо очень-очень внимательно, надо быть очень здесь осторожным, чтобы вот этот вот рубеж, вот он рубеж сейчас сложный, который вот линии сопротивления, тут у нас куча просто линий сопротивления вот в этой части, поэтому здесь надо быть очень осторожным и внимательным, я это повторяю каждый раз. Ну и на этом я хотел бы завершить свой такой маленький
обзор биржевой картинки дня, да, это не недельная, это картинка дня, и я, исходя из тех событий, которые сейчас у нас случились, я, в общем-то, пришел к выводу, что нам, наверное, нужно будет очень внимательно отнестись к тому, чтобы поменять наши, в общем-то, режимы выхода моих видео. Я, возможно, видео о капитальных размышлениях буду делать отдельно, а вот картинку дня тоже буду делать отдельно, чтобы не увязывать это, так как иногда нужно оперативно что-то показать, а я, в общем-то, должен привязываться вторник-среда для того, чтобы все это укомпоновать в одно видео. Наверное, нужно быть более гибким в этом плане, и я решил именно так делать. То есть я не буду сейчас укладывать в ближайшее будущее, я еще сделаю несколько видео так, что уложено будет все вместе, а потом я не буду укладывать свое видео по биржевой картинке дня в обзор с капитальными размышлениями, а буду делать это отдельно по мере востребованности и по мере самых таких ярких, жарких дней. Ну вот на этом я хотел закончить такой просмотр биржевой картинки. Ну вот, и уже встретимся в субботу, и там детально с вами посмотрим, что же случилось на этой неделе. Подумаем над разбивкой волны Лиота более точной, потому что сейчас она явно грешит, да. И вот, и разберемся со всеми разного рода вопросами по окончании недели. Ну вот так вот у нас складывается наша картинка. Держим руку на пульсе, движемся дальше. Мы с вами узнали еще один секрет успеха, посмотрели то, что происходит у нас сегодня с нашими инвестициями. И сейчас я хотел бы сказать до свидания, пожелать вам всем счастья, безусловно, как обычно, любви, радости. И до новых встреч! Будем с вами стремиться к новым достижениям, к новым успехам. Всего вам самого наилучшего. До свидания.